Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале Beautiful Toys. Меня зовут Натали, и мы продолжаем наш марафон кукольных дел Мастер, где организатором является Снежанна. И у нас началась третья неделя марафона, в которой мы вяжем куколок. Я только начала вязать, сегодня среда, и 2 дня я отходила от предыдущей недели, где вязала замечательную куколку Зою Кукушкину. На самом деле от таких куколок каркасных, сложных я очень устаю. Но результат, конечно, сейчас я ее как раз в кадр впущу и буду рассказывать. Но результат вы сами видите, да, какой. И я получила огромное количество комментариев, восхищений, что девочка понравилась. Ну, на самом деле она действительно вызывает восторг, потому что настолько автор продумал образ, настолько автор продумал схему вязания, что она вот такая вот классная получается. Я вязала не из тех материалов, которые предлагает автор, но все равно девочка получилась просто замечательная. Так что спасибо вам огромное, кто писал комментарии, кто смотрит меня. Я очень вам благодарна. Это меня мотивирует на создание и вязание вот таких вот интересных работ. Ну, а сейчас мы перейдем все-таки к третьей неделе, да. И я только вот начала вязать куколку. Она будет небольшого размера. Вот такая вот пока палитра у меня пряжи. Опять же, все может измениться по ходу вязания, по ходу этой недели. И у меня пока что связалась сегодня вот такая вот деталька. Это 2 ножки и тело. Как я поняла из того, как мастер-класс сложен, что эта девочка, куколка, она должна сидеть, да. Ну, не знаю, я посмотрела много видео девочек, которые вяжут такую куколку, и они говорят, что неудобно сажать эту куколку, когда она в одежде. То есть, ну, одежда где-то будет вот до сих пор, там есть комбинезончик, девочки переделывают из комбинезончика, платьишки делают, вяжут. Вот, и я даже, честно говоря, не знаю. Я связала как по мастер-классу. Не понравится, значит, буду вязать, как девочки вяжут. Может быть, придумаю, как модернизировать эту детальку, да. Ну, в принципе, тут все уже придумано до меня. Можно просто классическим способом соединить эти ножки и вязать дальше уже тело. Вот, пока что так. Такие чулочки бело-салатовые. Здесь часть ноги, а это уже идет либо трусики, либо боди, по-моему. Вот. Я, знаете, как делаю? Я вяжу как по мастер-классу, допустим, да, там начинается с ног и дальше продолжается. И я не привыкла читать полностью сначала мастер-класс, а потом уже вязать по нему. Я не знаю, почему у меня такая привычка. Многие делают наоборот. Сначала читают полностью мастер-класс, ознакомливаются, как это, да, и потом уже вяжут, зная, что впереди. Я же нет. У меня, знаете, как будто глаза закрыты, и я вяжу только ту часть, которая мне сейчас вот видна. Не знаю, может быть, это, ну, тоже, может быть, кто-то тоже так делает, но у меня почему-то так получается. Вот, значит, палитра вот такая вот, довольно-таки скудненькая, но думаю, что девочка получится классная. Потом вы видите, здесь лежит одежда, пуговки. Это куколка с первой недели марафона. Вот ее одежда, и я ей связала платье. Вот такое платьишко связала. Оно совершенно простое, с оборочками, с рюшечками. Цветовую гамму я такую тоже довольно-таки веселую выбрала. Во-первых, мне нужно было сочетать ботиночки, которые уже связаны, да, под этот костюмчик. Мне надо было сочетать так, чтобы они подходили и к платьишку, да, чтобы не вязать много пар, хотя можно еще будет одну какую-нибудь пару связать ботиночек, либо шлепки, там есть, по-моему, по мастер-классу. Вот. И
собственно, вот такую палитру я выбрала. Захотелось что-то очень яркого, но я поняла, что вот эти вот полосочки, они ни к селу, ни к городу. Но я уже связала, и, может быть, даже они как-то и освежают. Это нежные цвета этой платьишки, но не знаю, что вы скажете в комментариях. Напишите, пожалуйста, как вам такое оформление, такая вообще цветовая гамма. Я еще здесь не пришила пуговки. Они будут пришиваться, 4 штучки. И вот так это выглядит сзади. Опять же, можно поменять резиночку здесь другую, либо веревочку, да, сделать либо синенькую, голубенькую, либо вот такую яркую, наоборот, чтобы дополнить образ. Ну, вот такой вот еще образ у меня вышел, получился. Я до этого вам видео не показывала, как она выглядит без одежды. Сейчас мы снимем платьишко, и я покажу. Вот так она выглядит без одежды, в трусиках. И такая вот форма у нее сзади. Фигура. Ну, пока что все. Пойду дальше вязать потихонечку. Надеюсь, я довяжу за 2 дня вот эту куколку, потому что я хотела еще одну такую же связать. Но опять же посмотрим. Я вообще хотела куда эту пуговку? Хотела в номинацию к Елене. У нее куколка в летнем образе. И нужно там, по-моему, 2 куколки связать. Пуговку еще одну я не осилю даже на 4-й неделе, потому что она трудоемкая и она не маленького размера. И я хотела связать вот таких еще 2 куколки, но опять же посмотрю, как у меня получится сначала первая куколка. Если она у меня получится интересная, и тоже ее буду вязать в летнем образе, то тогда вот эти вот 2 куколки я отправлю в номинацию к Елене. Если же она у меня не получится, такая прям уж летняя-летняя, то я просто свяжу для себя, для продажи. Я думаю, что многим она понравится. Многие ее вяжут, и действительно она очень классная получается. Все вроде сказала, пошла дальше вязать. Так, вот мои продвижения, процессики. Значит, что я сделала? Довязала тело полностью. Дальше связала голову. Такая форма яйцеголовая. Связала ушки, пока что вот так прицепила, чтобы не потерять. Глазки я использовала здесь 7, ну где-то 6-7 миллиметров. В мастер-классе там поменьше, но мне кажется, просто поплотнее автор вяжет, поэтому глазки взяли поменьше размером. И начала вязать паричок, и мне непонятно одно, он вроде по размеру нормальный, но по мастер-классу написано, что там рядов, по-моему, 7 связать. Я уже связала 5, и он, ну, как бы в пору. Вот. Думаю, что, наверное, больше я не буду вязать. Здесь дальше пойдут косички, и, по-моему, челка должна быть. Вот. И связала ручки. Ручки длинные, они вроде как тоже должны наполняться, но я наполнять не стала ничем. И кукла у меня без каркаса, она полностью мягенькая. Вот, волосы я вяжу из коричневой пряжи, она с белыми вкраплениями, такая цвет 70. Вот такие продвижения. Что еще хотела сказать? Я подумала, что начну, наверное, на этой неделе еще один процессик, еще одну куколку, чтобы на следующей неделе, да, на 4-й, на заключительной, мне побыстрее связать, потому что у меня есть определенные планы на следующую неделю, но отчет никто не отменял, и на этой неделе нельзя взять отсрочку, поэтому я начала игрушечку, она маленького размера, но она очень хорошенькая такая, ну, прикольная. И, скорее всего, это будет мальчик, но я еще подумаю. В общем, опять начала вязать из тоненькой пряжи, это Альпина Сати. И вот что у меня пока что есть. Это ручки вот такие маленькие, смотрите, малюсенькие. И связала ножки, уже соединила. Вот такой процессик. Пока еще ничего не понятно, но очень интересно, да, как говорится. По итогу у меня что получилось? Я пришила пуговки
Все, теперь у меня платьишко полностью готово. И образ полностью готов. Также у меня есть еще один комплект одежды. Это шортики и вот такая маечка-топик. Тоже здесь на пуговках. Здесь розовые пуговки. Здесь я сделала желтый. Хотела сделать поочередно желтую, розовую, но подумала, что уже будет, наверное, перебор, потому что и так платье такое достаточно яркое, пестрое, поэтому не стала делать уже и пуговки в таком духе. Вот, еще у меня от Монстрика осталось вот такое мороженое прикольное, оно тоже по цвету подходит этой девочке пуговки. Так что вот такая прелесть у меня получилась. Эту куколку я убираю. Дальше у меня уже идет готовая тоже куколка. Посмотрите, какая у меня прелесть получилась. Я не стала пришивать ей головной убор пока что, но чувствую, что надо, потому что он слетает с головы. Давайте я пока сниму его и буду рассказывать про эту куколку. Наверное, кто уже вязал по этому мастер-классу, видит отличие. Эта куколка получилась совершенно другая, абсолютно, я бы даже сказала, другая. По схеме я ничего абсолютно не меняла. Все то же самое, что я вам и показывала. Пришила паричок, и все-таки я решила делать прическу не такую, как у автора. Прическа у меня получилась вот такая. Да, я ей сделала очень длинные пряди, они достаточно длинные. И, в принципе, с ними можно делать что угодно. Можно просто распустить эти локоны и сделать 2 хвостика. Вот здесь я сейчас косичку такую заплела, то есть на половинку вот так вот одну сторону и на вторую сторону. Вот. И можно здесь косички либо хвостики, да, сделать. То есть прически можно менять. Это не та статичная прическа, которая у куколки у автора. И дальше сделала ей вот такую челочку, пришила ее, кончики оставила, чтобы понять, да, что это действительно челочка. Мне кажется, очень мило получилось с прической. Можно что угодно делать, можно и хвостики, и просто с распущенными она тоже здоровско смотрится. В общем, классный такой вариант. Я подумала, что будет интересно играть с этой куколкой, да, когда будут распущенные волосы. Дальше по платьишку. Платье я сделала вот такое интересное, воздушное. Здесь ничего такого прям сверхъестественного нету. Лиф сделала столбиками выпуклыми и вогнутыми. Дальше идет у меня вот такая вот, я извиняюсь за свой сломанный ноготь. Так получилось, что я его сломала и уже переделывать ногти не стала. Решила все-таки заснять в таком виде. Дико извиняюсь. Я понимаю, что это не эстетично, некрасиво смотрится, но все же продолжу. Так, значит, здесь у меня идет столбик с накидом и одна пропущенная, да, то есть сюда можно, в принципе, еще вставить какую-нибудь ленточку, либо веревочку, да, и завязать либо спереди, либо сзади. Сзади сейчас я покажу, как это выглядит. Дальше идут просто столбиками с прибавками, с накидом, и здесь вот такая вот сеточка. Сеточка заканчивается воздушными петлями ажурными, да, чтобы создать красивый законченный вид платья. И также вы видите здесь сшитый подъюбник. Подъюбник очень красивой расцветки, мне безумно нравится этот хлопок. Здесь большие яркие цветочки, также присутствует зелень, и я сделала отстрочку именно сиреневой ниточкой, чтобы это все сочеталось. Хотя здесь тоже присутствует сиреневый цвет. То есть подобрала прям, мне кажется, идеально. И подходит этот зеленый цвет как к чулочкам, так подходит и к шапочке. То есть сочетание, мне кажется, я подобрала хорошее. Здесь я вязала только шортики. Да, трусики-шортики, не стала продлевать боди, потому что понимала, что здесь у меня будет все-таки более-менее ажурное платьишко. Так, давайте сзади посмотрим. Сзади тоже все довольно-таки прилично выглядит. Сзади вот такие
жемчужные пуговки, то есть это даже не пуговки, это просто бусинки жемчужные. Пришила они розового цвета, такого нежного розового, красивого. Вот, также у меня здесь продолжение юбочки, ну и выглядит это все прилично. В руках, как я и говорила, нет каркаса, то есть ей можно руки, в принципе, делать как хочется. Можно и так сделать, сфотографировать, можно и просто, и сзади, и, в общем, как угодно. Мне кажется, очень классный образ получился, прям я довольна на все 100%. И на самом деле куколка отличается от куколки автора, ну, колоссально, как по мне, это колоссально. Вот, по этой куколке, наверное, все. Про шляпку я говорить ничего не буду. Здесь как бы простая схема. Я даже не выдумывала, просто начала вязать и подумала, что она должна именно быть такого размера. Именно вот с такими веревочками фиолетового цвета, чтобы все сочеталось. Так, давайте я ее вот сюда, красотку, это положу. И дальше мы посмотрим следующий процесс, который я тоже вам показывала. Это пока что вот такая заготовочка. Опять же, ничего не понятно. Я связала тело, вязала ручки и вставила каркас. То есть ручки здесь на каркасе, ножки нет. Вот, вывязала дальше шею длинную, чтобы была посадка головы. Правда, вот это отверстие получилось немножко больше, чем сама шея, но это будет все фиксироваться, поэтому ничего страшного. Здесь опять же можно провести ниточку такую же и затянуть, подтянуть немножко, да, чтобы голова не болталась, и нормально будет. Вам, наверное, покажется, что голова очень большая по отношению к телу, но я много таких игрушек видела, и девочки вязали такие игрушки, где тело маленькое, голова большая. Но когда это все потом соберется, когда все будет это выглядеть с утяжками, с прической, с одеждой, да, или там что будет, то это выглядит очень гармонично. Поэтому пока что не смотрим на этого гуманоида. Я думаю, что результат будет намного-намного симпатичнее. Единственное, что мне кажется, я очень близко посадила глаза. Конечно, можно было бы и расставить пошире их. Но посмотрим, какая будет утяжка. Опять же, будет наверняка тонировка. И итог уже я буду показывать на следующей неделе. Это будет игрушка уже 4-й недели. Я ее закончу и начинать больше не буду никаких игрушек. То есть по факту у меня получится 5 игрушек только за этот марафон. Но я считаю, что эти игрушки очень такие, ну, классные. Как по мне прям я очень довольна этим марафоном. Я довольна, что я сделала, как я это все воплотила. И честно, тяжело мне дался этот марафон, потому что многие знают, что я кукол не очень люблю вязать. Но когда свяжешь, кажется, боже, это такая красота, это так здорово, что хочется вязать еще, особенно после той куколки, которая Зоя Кукушкина. Мне хочется еще связать таких необычных куколок. Кстати, Зою Кукушкину можно связать еще в другом каком-то образе, в другом цвете волос, в другом платьишке, не знаю. Мне кажется, можно придумать какой-то образ, чтобы была одна схема, но колоссально отличалась сам персонаж от предыдущего. Вот. Ну что, наверное, на эту неделю я все показала, все рассказала, все показала. Буду заканчивать это видео. Я хотела поблагодарить еще раз, очередной раз Снежану за этот марафон, за то, что мы, девочки, очень сплотились, поддерживаем друг друга, смотрим видео, комментируем. Это очень важно для продвижения наших каналов, особенно тех девочек, которые только начали свои каналы вести. Давайте мы тоже поддержим и будем наблюдать за восхождением. Возможно, что они начнут составлять свои схемы, и мы будем в дальнейшем вязать по этим схемам. Это же так интересно наблюдать за людьми, которые действительно творческие, которые хотят заниматься своим любимым делом, либо это будет хобби, да, у кого-то, либо, как у меня, допустим, это смысл моей жизни и работа моя.
Вот, поэтому я призываю всех, кто смотрит наши видео, а смотрит нас много, и вязальщицы, просто люди, которые интересуются вязанием игрушек. Буду рада вашим комментариям. Они вдохновляют, мотивируют меня, и я хочу снимать больше каких-то интересных вещей, показывать. И опять же, это большой плюс моему каналу. Продвижение идет за счет ваших комментариев, лайков и вообще активности на канале. Ну все, наверное, буду заканчивать, что-то я много наговорила, мне кажется, уже. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.